от пациента. Проблемы начались после продолжительного насморка, более 2 недель, в октябре 2023 года. Беспокоит частый насморк и чувство давления в околоносовой области. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 30 лет, дата исследования 16 февраля 2024 года. Область исследования – околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи, в обеих сторон в пазухе полиповидное разрастание размером до 17 на 10 мм. На фоне скопления неоднородного содержимого. Остеомиотальные комплексы, с обеих сторон непроходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, преимущественно в передней половине, заполнены неоднородным содержимым. Клиновидная пазуха, с обеих сторон минимальный отек слизистой оболочки. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон непроходимы. Гайморовы пазухи, на фоне отека слизистой оболочки, в правой камере кисты диаметром до 22 мм, слева до 24 мм. Соустья проходимы. Полость носа, пневматизация и сохранена, патологических включений в полости носа не выявлено. Носовые ходы проходимы. Носовая перегородка S-образно искривлена. Смещена вправо на 6 мм. Пневматизация воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей, с обеих сторон, сохранена. Заключение. КТ-картина полипозного полиснусита, кист гайморовых пазух, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 28 февраля 2024 года. Доцент КМН Котов М. А заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. У вас во всех пазухах носа есть признаки воспаления. В лобных пазухах сформированы полипы, в гайморовых достаточно крупные кисты. Также заметно искривлена носовая перегородка. Вам нужно к лор-врачу для определения дальнейшей тактики лечения.